Всем доброго времени суток. Сегодня хочу показать, как звучат различные монеты, предметы, все наши находки на Xterra 705. Матерым копателям, терочникам это, возможно, будет неинтересно, но хотя бы так прибор послушать долгими зимними вечерами в ожидании сезона. Итак, что мы имеем? Металлоискатель Xterra 705, катушка высокочастотная 1875 кГц. По сравнению со штатной катушкой она завышает показания VDI где-то на 2 деления. Вот. Ну, лучше цепляет мелочь. Итак, начнем с советов, наверное, послушаем. Копейка советов. Вот такой непонятненький сигнальчик полупроволочный, двундель советский, 39 год. Ну, это обычно четко дает 22. 3 копейки. Такая сложная обычно, когда в полях земли, она очень прыгает и получается как алюминиевая проволока. Такой не очень сигнальчик. Здесь на воздухе, в идеальных условиях, скажем так, она ведет себя очень вполне себе достойно. То есть нормальненько. 5 копеек выдает четкую тридцатку. Пробка выдает 28 без козырка. То есть хороший сигнал, достойный, очень даже копабельный. Так, далее идет у нас 10 копеек щитовик, 33 год. 6. Ну, это какой-то также проволока попадает алюминиевая, которая тонкая в этот сегмент. 15 копеек, 46 год. И 20 копеек 36 года. Ну, в принципе, четкий, хороший, вполне себе копабельный сигнал. Так, теперь погрузимся в глубину веков и посмотрим, как звучит копейка Ивана Грозного «Чешуя». Ну, четко, чуйку я убавил здесь, где-то в половину. Здесь у меня стоит 15, потому что дома на полной чуйке со всеми этими Wi-Fi, телефонами он просто зашкаливает. Ну, видим четкий сигнал, копабельный. На земле, конечно, это выглядит, точнее, слышится намного хуже. Медный пуло Ивана Грозного. Это разменная монета чешуи. То есть звучит она так. Коротенький сигнальчик. Еле-еле цепляемый, с трудом я ее поднял. Вот. Ну, было приятно. Чешуя Михаила Федоровича. Ну, вот видно, что скачет. Ребром не видит вообще, то есть ставлю ребром. Сигнал, то есть больше похож на глюк, это вплотную к катушке. То есть, если чешуя стоит на ребре, шансов поднять ее мало в принципе. Медная чешуя Алексея Михайловича, медный бунт. То есть звучит вот так. Ребром, наверное, мы ее не услышим. Не слышим. То есть такого плана. Далее. Есть у меня облачный пятачок серебряный. Елизаветы Петровны, 759 год. Вот. Посмотрим. Ну, тоже схожий с чешуей, с медной. Ребром. Неуверенный. Довольно неуверенный сигнал. Гривник Екатерины Великой. Гривенник 787 года. 30. Четкий сигнал. 30-32 копабельный. Ну, в этот сегмент уже начинает попадать такая средненькая конина. Так, 10 копеек. Николай II. Серебро. Ну, какое-то серебро, видать, у них подмешанное.
24. Проволочный сегмент. Советский Белон, 20 копеек 24 года. Белончик. Белончик звучит повеселее уже. Намного. То есть такого плана сигнал. Так, дальше пойдем займемся медью. Да, и в конце дойдем до золота все-таки. Как мечтает каждый копатель. Копейка Петра Первого. Медная. Очень замечательный, хороший копабельный сигнал. И да, у меня здесь стоит полифония, если что. И всем рекомендую. Трудно привыкать, но когда привыкнете, будет коп намного результативнее и эффективнее. Полушка. 735 год. Анна Иоанновна. Ребром прыгает. Но сигнал в любом случае копательный. Так что пренебрегать таким не стоит, а нужно и ждать. Деньга, 731 год, Анна Иоанновна. Тоже хороший сигнал. Знаменитый двундель Павла Первого. Вот. Ну тут и так понятно, я думаю. 48. Вот уже крупные имперские монеты дают сигнал 48. И любители всяких масок с высокочастотными катушками, будьте аккуратнее, потому что может отсечься этот сигнал, у них отсекается, допустим, когда вы маскируете железо, там 48 сегмент, по-моему, отсекается тоже. А как раз в этот сегмент попадают двундели, пятаки екатерининские. То есть дает сигнал четкий 48. Ну, как и 5 копеек Екатерин II. Пятачок. Что плашмя, что на ребре, все дает сигнал 48. Копейка Николая II. Тут поменьше. Чем меньше масса монеты, тем ниже показания VDI. Ребром. Ну, в общем, хороший сигнал, скажем так. Царица полей, 2 копейки Александра Первого. Вот. Тут тоже никаких сюрпризов. Вполне себе предсказуемый сигнал. По пластике. Пуговица бирка. Ну, это зависит от положения земли, от глубины, от земли, конечно. Ну, очень неправильный сигнал дается. Вот. То есть видит он их не очень хорошо. И вот такого плана, то есть если место замусоренное, допустим, или вы устали уже, тут можно даже и пропустить такой сигнал. То есть он вообще, как видите, я кручу его в разных положениях. И у нас сигнал вообще не копабельный. Вот. Но это у меня гирька с эмалями еще. Такая хорошая. Ну, в общем, тут как повезет, и от вашего упорства. Кольца перстни. Здесь перстенечек 18 века, самодельный медный. Дает двойной сигнал, если лежит плашмя. Если лежит стаймя, стоит точнее, то мы наблюдаем такую какофонию. Но сигнал в любом случае копабельный, в железо не кидается. Вот. Так, далее у нас пойдет немного пластики. Частая довольно находка. Такой классический стандартный медный крестик. Без изысков. Ну, сигнал зависит от положения креста в земле. То есть плашмя будет звучать довольно четко и определенно. А поставить ее каким-нибудь углом, ну, в принципе-то кидается, но не сильно. Сигнал хороший, копабельный, если место более-менее чистое. Серебряный крест. 19 век.
84-я проба. Ну, в общем, тоже хороший сигнал. Но он тонкий, и как бы зацепить его на более глубине, наверное, проблематично будет. Но можно. Дальше идет бронзовая иконка всех скорбящих радости. Ну, тут сигнал схожий с монетом, только он чуть-чуть как бы подлиннее, что ли. Ну, копать в любом случае, конечно, тут вне всякого сомнения. Так, складень. Да Иисус с избранными святыми. Я его нашел вообще в ржавом ведре, в первый сезон еще. То есть сейчас бы я даже копать не стал, такие сигналы, был замусоренный. Но если бы он лежал просто на земле, то он звучал бы в сложном виде. Очень похоже. Ребром. То есть по-любому копать. А если он в разложенном виде, то звучит вот так. То есть зависит от толщины металла, я так понимаю, все это проводимость. То есть в разложенном так, в сложенном выдает совсем другой сигнал. Но в любом случае сигнал хороший. Даже ребром. Наполовину сложенный. Вот такие находки. Конечно, редкие, к сожалению. Ну, дальше идут желанные находки. Рубль Николая II, 897 год. Я думаю, сигнал предсказуемый, приятный. Четкий 48. Так что, кто пользуется масками на высокочастотных катушках, включайте этот сегмент обязательно. Несмотря на какие горячие камни и так далее. То есть видит он ее в любом положении. И ребром, и плашмя, и то есть копать обязательно, вне всякого сомнения. Ну и желанная находка, которая не каждому даже за всю ее копарскую деятельность. 5 рублей Николая II, золото. И как же оно звучит в конце-то концов. Я даже сам еще не слышал, самому интересно, честно говоря. Эту монету не я нашел, просто взял для видео. Вот, слушаем. Тут такой незрачненький сигнальчик. Такой проволочно-советско, не поймешь какой. Ребром скачет. Вот так звучит небольшая золотая монета. И выдает 18. Ну и проверим один миф или не миф. Так называемый эффект стопки монет на Xterra. Только он дает железный сигнал. Честно говоря, я сам еще не пробовал. Интересно посмотреть на результат. То есть у меня довольно внушительная стопка монет. Пятаки, двунгели, павловские. Ну и, допустим, такую фантастическую ситуацию, что все это дело лежит вот так стопкой в земле, и мы идем в детектор. Что мы слышим? То есть сигнал абсолютно не копабельный. Я бы сказал, что там лежит большой кусок ржавого железа. Копать бы не стал. Но единственное, что могу сказать по этому поводу, что я думаю, немногие встречали, чтобы в земле монеты лежали вот так вот стопками. То есть обычно либо это россыпь, то есть уже вот такая россыпь идентифицируется вполне себе определенно. А чтобы стопками было, это гипотетическая, то есть такая ситуация, которая не может быть в принципе, я так полагаю. То есть закладушка, кубыха, кошель будет звучать где-то вот так. Но эффект стопки присутствует, да. Этот миф подтвержден. Ну что ж, на этом все. Вот. Желаю всем найти золото побольше, серебра. Всем удачи. И, как говорится, ни гвоздя, ни пробки вам под катушку.
Послушаем золото. Все, на этом прощаемся. Всем пока.